Павел Дуров выкатил очередное сообщение в своей борьбе за свободу, за вашу свободу, по крайней мере так он это позиционирует. Давайте ознакомимся, у него новый пост. Французское правительство обвиняет X и Илона Маска, в очередной раз он высказывается в защиту Илона Маска, не уверен, что Маску нужна его защита, хотя кто знает, пишите как думаете. В том же, что делает само французское правительство. Нелегальный сбор персональных данных, обработка персональных данных без надлежащей безопасности, извлечение данных из автоматизированных систем, нарушение конфиденциальности электронных коммуникаций. Также Павел пишет, французское правительство паникует. Они знают, что серьезный политический сдвиг в 2027 году разоблачит их злодеяния. Поэтому они пытаются заставить замолчать платформы свободы слова под любым предлогом, который, по их мнению, им сойдет с рук. Свободный мир должен поддержать Илона и X в борьбе против этого аморального нападения со стороны французского государства. Telegram поддерживает наших братьев и сестер из X и в их борьбе за наши свободы. Здесь со своей стороны особенно добавлять, я уж много раз добавлял, делал даже подробный разбор, то что преследование со стороны Франции в отношении Илона Маска действительно происходит, и уже в Соединенных Штатах как-то им давали понять, что вы как-то со своими гражданами разберитесь, потом уже начинаете разбираться с какими-то другими. Но агрессия, по крайней мере, со стороны Франции, прикрыта, естественно, официальными расследованиями, она вполне очевидна, ее многие замечают, уже многие со своей стороны ее критикуют именно за то, что явно пережимают гайки и давление ощутимое. Я так напомню, почему они цепляются к Илону Маску. Это был скандал из-за того, что он сделал свой игрок, в котором, скажем так, цензуры было очень немного, минимальное ее количество, и пользователи начали там дипфейки делать, раздевать людей, больше того, наверное, выкладывать в сеть, то есть были нарушены права людей. Когда это было замечено, очень важно отметить, что Илон Маск, как владелец этого, естественно, начал вносить изменения и цензуру начали добавлять. Цензуру, скажем так, не цензуру, в каком-то смысле все запретить, а цензуру, то есть ограничения, то есть разрабатывать, прорабатывать, чтобы вот таких правонарушений не происходило. Совершенно очевидно, естественно, как это все и понимают, кроме, видимо, правоохранителей французских, то, что он прямой ответственности не несет. Больше того, он, конечно же, отреагировал. Это в его ведении, в его... Он владеет, скажем так, информацией, то, что он мог сделать, он, естественно, исправил эту ошибку, эту проблему, и сейчас эта работа продолжается. Больше того, сама площадка развивается, и искусственный интеллект развивается, очень много сейчас добавляется и Google. Везде, сами это, наверное, многие из вас знают, это и агенты, которые с использованием искусственного интеллекта помогают вам работать, создавать документы, искать информацию. Мне, как человеку, который ведет блог, где очень сильно отталкиваюсь от информации. То есть развитие это идет, на это сейчас Павел Дуров и намекает, что все скрывать будет все сложнее и сложнее. Те или иные тихие махинации, привычка какого-то назначенчества и сокрытых кулуарных решений. Павел намекает, что это все будет сложнее и сложнее. Уж не знаю, время рассудит. Но возвращаясь к Илону Маску, он, как владелец, конечно же, предпринял все те действия, которые требуют законодательства, но именно французы, они вцепились, они очень часто давят именно на тематику несовершеннолетних, причем надо, не надо, совершенно закрывая на все глаза, нарушая все какие-то нормы, правила морали, то есть, опять же, нарушение против несовершеннолетних, конечно же, нельзя замалчивать, надо давать этому ход, но ход уже дан, и Илон Маск со своей стороны предпринял действия, они же все равно именно к нему цепляются. Также надо понимать, почему бы они тогда к нему прицепились, какой смысл? А смысл очень простой, потому что Илон Маск, он, в принципе, скажем так, также подвергается обвинениям, и вроде как заслуженным, то, что он поддерживает оппозицию французскую, какими-то там методами, сейчас не будем в это погружаться, и это не нравится действующей власти Франции. Это тоже, суд такого не принимал решения, но, по крайней мере, одна из версий, она звучит, что именно это противостояние происходит именно власти, которая пытается находить поводы для того, чтобы давить на Илона Маска, именно с целью, по каких-то политических амбиций, и это политизирует саму эту историю.
Немножко это дополнил, чтобы было понятно, что происходит с Илоном Маском, по крайней мере. Если считаете, что надо сделать более подробный разбор, как бы освежите, напомнить, обязательно об этом пишите, я отталкиваюсь от комментариев. Ну, а Павлу Дурову неплохо бы развивать свою площадку. Я в очередной раз это тоже повторяю, потому что Илон Маск уже у него из-под ног почву выдергивает. Ну, осталось только Паше, наверное, устроиться работать к Илону Маску, потому что он уже делает... что-то типа Телеграма, какую-то площадку, что-то очень похожее. Илон Маск движется. Он, конечно же, собирает все те технологии, все идеи, которые наиболее пользуются успехом у людей. А Павлу Дурову я уже 1000 раз говорил, ну как, не я ему, конечно, говорю, но было бы не лишнее, потому что когда Илон Маск создаст какой-то Телеграм и сможет его раскрутить и протолкнуть, если они начнут конкурировать с Дейцучем, ну, я тот самый пользователь, который скажет: Паша, привет, передавай брату своему и сотрудникам КГБ, которых, возможно, тот, а возможно и этот неплохо знают. У людей масса сомнений в отношении обоих этих братьев. Вот, да, то есть надо развиваться. А развиваться что? Я уже говорил, что Илон Маск, действительно, он с жилкой коммерческой, он создал очень интересную штуку. В социальных сетях невозможно собирать такой, скажем так, ну, пеночку, что ли, новостей, но в понимании, как люди реагируют. Я вот не просто так вас пишу прочитать комментарий, для меня это очень важно, настроение людей. Вот это надо выхватывать, это нужно поймать, это нужно понять. Это тебя может сориентировать, ты чего-то можешь не знать, а люди где-то у себя на кухнях обсудили и что-то знают. То самое сарафанное радио превратить уже в официальную информацию. Это классная штука. У Илона Маска это есть. Я захожу к нему на Грок и просто пишу там, что вот... Если что-то такое произошло на такую-то тему, может быть, свежее, причем самые свежие, самые вершки, никакие СМИ не просоревнуются с его Иксом, твиттером бывшим. А через Грок они коннектятся, и на здоровье он тебя просто собирает. Сейчас люди говорят о том-то. Эту информацию обязательно надо перепроверять, я так на всякий случай, чтобы кто-то не воспринял это как призыв к действию. То есть это действие лишь часть действий, потом ты перепроверяешь с фактами, сопоставляешь, там правда, неправда, чтобы подтвердилось. Но метод очень хороший. Единственное, вот почему мне хочется все время совместить, мне хочется, чтобы Паша Дуров не перестал быть адвокатом Илона Маска, дай Бог здоровья, я за свободу и против давления. А чтобы он где-то что-то у Илона Маска выдернул, потому что если с Телеграма собрать, о чем люди говорят, мне кажется, это был бы очень мощный инструмент. Я сейчас вам, может быть, кому-то и не нужен этот инструмент, я лишь объясняю, что Павел Дуров, вместо того, чтобы он должен развивать, он в первую очередь должен быть, наверное, владельцем этого Телеграма, который должен соревноваться где-то с Илоном Маском, а он все время Илону Маску пытается поцеловать его сзади, но я не уверен, что Илон Маск хочет, чтобы следы от губ остались на его недешевых брюках. Ты с ним борись, но где-то может быть и доброе слово, тогда достовернее выглядит. Ну а так в целом, конечно же, Илон Маск мне и без Паши Дурова вполне себе любопытен. А Паша Дуров меня любопытен тем, что ты что-нибудь делаешь с Телеграм. Ну, вот он, еще раз, да, скажу, что напомню, вернее, и отмечу, что, конечно же, работа велась, то, что там они по шифровке, дешифровке, закрытые чаты, все это они делали, все это он отстаивает, всему этому много раз уделял внимание, кто-то верит, кто-то нет. Но такая работа ведется, и эти объявления со стороны Дурова также были. Ну вот остается только добавить, что это понятно, да, защита данных это классная штука, но помимо защиты данных еще неплохо бы, и чтобы инструментов было больше, друг у друга тащите, но в рамках закона, не цап-царап, а по закону, то, что не залицензировано, просто развивай и делай лучше, ну и так далее. Вот то, что я добавил со своей стороны, но в любом случае ситуация такая, пишите вы со своей стороны, хотите ли еще очередного разбора, на каком этапе сейчас находится история противоборства Илона Маска и французской власти, давайте прямо вещи называть именами своими. Макрон там, собственно говоря, да, то есть действующая власть в лице Макрона, по крайней мере, очень сильно там Маска недолюбливает. Этому имеются определенные подтверждения. Так что пишите, что думаете, цифровой вам свободы, следим за этим, разбираемся и пытаемся находить какие-то ответы, какие-то пути к спасению. Не знаю, тем, кто находится в России, активно рекомендуют покупать VPN, как вы можете заметить, я
Не рекламирую VPN, поэтому мне верить можно. Тем, кто рекламирует, не советую. Это называется конфликт интересов и заинтересованная сторона. Если кто-то вам говорит, VPN очень нужен, от всего спасет. В России очень активно сейчас работают по борьбе с VPN. Может, он и перестанет работать, поэтому мой всегда призыв. Есть возможность, нет возможности. В Армении очень хорошая, красивая страна, прекрасная. Туда даже с внутренним паспортом можно заехать. Много можно чего открыть, включить. Беларусь. С Беларусью сейчас что-то непонятно с границами. Тоже стараюсь следить. Ну, то есть вот как-то теряет она облик хоть какой-то страны, я уж про суверенитет помалкивать начинаю, уже начинают сливать информацию личную граждан какой-то соседней стране, как она там, России, извините, юмор такой. Но суть в том, что Беларусь, вообще, на мой взгляд, ну ладно, не буду сейчас сравнивать, мне Беларусь очень нравится, и люди, которые там, и они очень вполне себе европейского такого внутреннего содержания, поведения, отношений между собой. И очень печально, конечно, все это наблюдать. Многие страны, которые бьются за то, чтобы восприниматься европейскими, ну, скажем так, не сильно превосходит, еще раз, я про социальный климат, не сильно превосходит тех самых белорусов. И очень поэтому вот меня это где-то печально. Вот немножко в сторону уже даже ушел, давайте на этом и закруглюсь. Тут уже дальше ваше мнение, ваши слова. Пишите, что думаете, и разбирать, не разбирать, более подробно, и увидимся. Самое главное, свободы всем, мира, ну и процветания вам и вашим близким, конечно же.